Друзья, всем привет! У микрофона Александр. Сегодня мы с вами знакомимся с пультом Behringer Xenix QX 1222 USB. Итак, перед нами аналоговый микшер с ультранизким уровнем шума. Сразу предлагаю ознакомиться с основными преимуществами этого пульта, после чего стандартно услышим, как работают частоты, компрессор и процессор эффектов, а также ознакомимся со всем возможным функционалом пульта и сделаем тестовую запись с небольшим музыкальным составом. Приступаем. Начнем с того, что пульт QX22 USB имеет возможность использования радиосистем новой ULM серии. Для тех, кто не знаком с этим новшеством, поясню, что это радиосистемы, которые состоят из беспроводного, разумеется, микрофона и USB приемника. Потрясающее изобретение, и повторюсь, наш пульт готов работать с такими системами, и к этому у него адаптированы два первых моноканала. Следующий момент – это компрессор на всех моноканалах. Здесь все просто и гениально. Одна ручка, благодаря которой вы сможете набрать столько компрессии, сколько нужно вашему микрофону или какому-либо другому инструменту. Идем дальше. Семиполосный стереофонический графический мастер-эквалайзер. Стоит ли говорить о пользе этого узла? Но так или иначе, необходимо заметить, что именно благодаря его присутствию вы сможете предельно точно скорректировать частоты микса на выходе. Поскольку это мастер-эквалайзер, услышать его работу можно только через Main-Out. Нашу запись мы сейчас производим не через USB подключение, а благодаря наличию звуковой карты. Еще несколько функций, на которые нельзя не обратить внимание. Это встроенная FBQ система обнаружения обратной связи, которая моментально показывает критические частоты. XPQ 3D стереоэффект объема, который создает расширение и увеличивает стереоотображение, и удобная функция Voice Canceller для караоке-приложений. Теперь давайте поближе рассмотрим один из моноканалов и послушаем, как работает эквалайзер. Итак, сверху вниз микрофонный вход на XLR, линейный на джеке, Insert, ручка Gain, кнопка среза низких частот, компрессор, мы о нем уже говорили, и далее три полосы на схеме British пультов 60-х-70-х. Давайте послушаем. Убрали высокие полностью и потихоньку высокие на максимум. Средние частоты убираем до конца. Средние частоты выводим на максимальный уровень. И та же процедура с низкими. Убрали низ полностью. И сейчас максимальный уровень. Чуть ниже управление внешним оборудованием, процессором эффектов, панорамой, никак не лишняя кнопка выключения канала и фейдер управления громкостью с достаточно мягким ходом. Теперь поговорим о процессоре эффектов. Это Klark Technic FX процессор, который имеет 32 пресета студийного класса, двойные параметры, тэп-функцию и возможность сохранять пользовательские параметры установок. Давайте послушаем каждый из пресетов. Первые 4 эффекта — это натуральные большие холлы. Церковный, концертный, еще концертный холл, театральный. Дальше идут маленькие комнаты, еще одна комната, Room 3 и Chamber. Дальше идут специальные ревера, Digiverb, Plate 1, Plate 2, Spring, Gated 1, Gated 2 и Reverse, очень интересный эффект. Delay, эхо, Ambience и легкий ревер, так называемый. Далее у нас идут подгруппа Modulation, это Chorus, это у нас Flanger, давайте добавим, чтобы было слышно. Дальше Phaser и Pan Tremolo. Поехали дальше. Detune. Интересный эффект, может быть, кому-то где-то он понадобится. Pitch 1, туда же. Pitch 2, то же самое. И, наконец, пошла группа комбинированных эффектов. Delay плюс Chorus, Delay плюс Reverb, Chorus плюс Reverb и парочка специальных эффектов. LFO фильтр, Talkbox. Раз, два, три, четыре, пять. Забавно. Ну и в финале всего клипер. Вот такой вот эффект. О чем еще не сказали, это два AUX посыла. Префейдер для мониторинга
и постфейдер для внутреннего эффект-процессора или внешних устройств, 2 многофункциональных стерео-AUX-возврата, выход для наушников или дополнительного контроля, возможность подключения педали, основной микс на позолоченных XLR-разъемах, плюс выход для стереозаписи и стереовход на разъемах RCA. В финале всего полноразмерные фейдеры MON и FX посылов, USB to track возврата, левый-правый main mix, регулятор громкости наушников, индикация уровня сигнала, включение пульта и фантомного питания, кнопка включения которого находится на задней панели пульта. Здесь же мы видим собственной персоной разъем USB, посредством которого аудиоинтерфейс и подключается к компьютеру. И прежде чем мы перейдем к пробной записи, буквально пару слов о том, как происходит подключение. Помимо того, что надо соединить 2 устройства USB кабелем, необходимо предварительно заглянуть на сайт производителя и отыскать необходимый драйвер, чтобы все это задышало. Смотрим на картинку. Набираем behringer.com. Нас тут же переадресовывают на вот эту страницу, и это нормально. Downloads, Mixers, Small Format Mixers, QX1222 USB, Drivers. И получаем то, что нам нужно. Скачиваем, устанавливаем, подключаемся и пишем. Все как будто шло своим путем, медленно и верно. Успех в делах, семья и дом лечили раненые нервы, не будили звездные дожди моего воображения и превратились в виражи, в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая сладость, нарушив мой земной покой. Ты от какой отбилась стаи, и что мне делать с тобой такой? Я не знаю. Не нарушая традиции, хочется подвести итог. Пульт действительно очень хорош, не создает проблем при подключении, имеет полный набор всего необходимого для работы живых коллективов. Что касается студийной работы, то на наш взгляд это немножко не тот вариант, но если вам нужно записать, к примеру, ваши репетиции, то с этой задачей пульт справится совершенно достойно. Смотрите наши обзоры и всего хорошего. И прежде чем мы перейдем, никуда мы не перейдем. Просто я вступлю, проект сделаю и все это. Угу. Значит, еще... Нет, давайте, ребят, прогоним. Значит, еще разочек. Вот так. Может, записи прогоним? Вдруг получится. Это было уже так.